Татьяна Авдеева была на вашей выставке вчера. Для меня это глоток свежего воздуха. Спасибо, Вячеслав. Видеть ролики на YouTube и видеть вживую – огромная разница. Творческих успехов, удачи во всем. Спасибо большое, Татьяна. Спасибо всем, кто нашел возможность приехать на мою выставку. В Москве это для меня было важное событие, потому что показать работы живьем и показать на мониторе – действительно две большие разницы. Это, понимаешь, когда смотришь, ну, я не знаю, я смотрю любимого художника на мониторе в компьютере и живьем. Это что-то, потому что все воспламеняется внутри, в тебя входит энергия мастерства, энергия того, как писал этот человек. Ты чувствуешь, что он был, он это делал. Непередаваемое ощущение, вы, конечно, это знаете. Вот в компьютере этого не чувствуешь. Есть эффект присутствия. Это как общаешься с человеком, вот, я не знаю, по скайпу или там по какому-то мессенджеру, и живьем. Есть молчание, есть непередаваемое ощущение того, что он рядом, и ты рядом. Поэтому я всегда за то, чтобы смотреть картины только живьем. Ну, только, может быть, не получается, но по возможности живьем. Федот Федотович. На YouTube мало художников, живописцев, академистов, дизайнеров, в основном самоучки, раскрасочники. Ну, может быть, кого бы вы еще посоветовали посмотреть на просторах интернета из ваших единомышленников? Ну, из моих друзей мало кто выкладывает ролики и делает их на YouTube. Я просто не знаю, честно. Поэтому, ну, вы уж как-то наберите того, кого вы любите, и поищите в YouTube или еще где-то. Другой возможности нет. Я не смотрю никого, так что не знаю, не знаю, что тут посоветовать. Наутика. Как быть художником-любителем? Они и не совсем художники, но вроде и не понылые нули, а с ценами туго. Да не знаю, как быть. Но, мне кажется, вообще не ставить ставку на то, что что-то продастся. У меня такой подход. Надо как-то зарабатывать деньги, наверное, тем, чем они зарабатываются. А искусство для того, чтобы продать, ну, не знаю, ну, как-то что-то в этом не так. Потому что есть какая-то, есть стопор, ну, преграда, и ты можешь пойти в угоду публике по какой-то дорожке, где все такое красивенькое, как они хотят, чего изволите. Ты можешь превратиться в некого обслуживающего, ну, в лакея, обслуживающий персонал. А работать это неплохо, это нормально. Но мне представляется, я работаю для того, чтобы мне было внутри хорошо. Я чувствую, что я полон, я развиваюсь. Я жизнь свою трачу, ну, как бы в дело, которое мне очень близко. Не в горизонтальное положение на диване, а в какое-то вот в развитие душе моей. Хорошо, она изменяется, но каждый же это чувствует. А уж если продастся, ну, конечно, хорошо. Но другой момент. Если вы чувствуете, что вы приблизились к мастерству, нельзя его продавать дешево. Это как некий бриллиант. Поэтому, если у вас есть что на столе покушать, цените свои знания, свое усилие, свое мастерство. Найдутся те, кому это важно. Но это при условии, что вы чувствуете, что в этом что-то есть, ну, совсем такое. Честно посмотреть на свои работы, просто мысленно поставить рядом, я не знаю, в музее с тем художником, кого вы очень обожаете. И как она вообще? Если не очень, то, значит, соответственно, вашим ощущениям, сколько это стоит, продавайте. Нормально все. Александр Творец. Вячеслав Вениаминович. Здравствуйте. Мой вопрос о слишком затянувшемся процессе работы над каким-либо сюжетом. Порой годы проходят от начала до завершения. Ну да, вспомним Иванова,
или Иванова «Явление Христа народу». Начинаешь работу с одним багажом знаний и уровнем мастерства, спустя годы пытаешься закончить уже с более зрелым ремесленником. Насколько, по вашему мнению, актуальный возраст художника от начала написания произведений до его окончания? Мы же понимаем разницу между юным и зрелым художником. Начинал учеником, а закончил, будучи сам учителем. Какова будет ценность подобного произведения? В юности мы оцениваем талант, а спустя годы даем оценку опыту и мастерству. Федору Васильеву было отмерено судьбой 23 года. Да, он умер от чехотки. У него не было 20 лет в запасе, как у Иванова. Ценность произведения, мне кажется, не нам оценивать, а наше дело сделать. Как это происходит? Да, действительно, мы развиваемся, мы изменяемся, мы растем и критически все время смотрим на то, что мы сделали, и доставая какие-то там ранние работы, ты вообще не можешь на них смотреть. Но такова жизнь, да, хочется все переписать, все исправить. Зрители оценивают то, что мы делаем, по-своему. Мы заканчиваем работу над картиной, да, может быть, через несколько лет, переписывая ее, изменяя ее, но нам она потом, когда мы решили остановиться, не принадлежит. Это уже принадлежит, я не знаю, вечности, тому, кто оценивает. После того, как художник меняет миры, вообще дело, может быть, обстоит так, что наследники могут просто на помойку выбросить это, или, наоборот, оно будет стоить очень дорого. Нам это не принадлежит. Нам принадлежит только то, когда мы это делаем. Вот что-то происходит на холсте. Да, оно может занять много времени, много лет. Мы сами, это другой вопрос, мы сами решим, когда остановиться, решаем. И бывает так, что ты не можешь остановиться, потому что рост идет, она стоит, ты раз переписал, два переписал, три переписал. И никто ведь не может оттянуть тебя от картины, потому что ты решаешь, когда она завершена. Получается, что она все время в стадии какой-то работы. Вообще это замечательная штука, когда произведение живет, оно изменяется. Как у Врубеля, знаете эту историю, конечно, купил уже человек, деньги отдал. И сказал: Миша, только не трожь, вот тебе деньги. Ну, естественно, он увидел там наездницу какую-то в цирке и пригласил. Не было холста у него под рукой. Он все переписал, значит, ее написал. Мы не узнаем, что там было. Деньги уже заплачены. Порыв, хочется написать, хочется все. Вот в этом смысле художник немножечко сумасшедший. Я понимаю это сумасшествие, потому что сам такой. И часто переписываю, записываю работы, которые уже закончили. И бывает, что попадаю. Уже рассказывал как-то, что один из Швеции, мы договаривались долго, хочу купить вашу картину, хорошо. Я видел ее на YouTube, хорошо. Вы писали вместе с Бато, хорошо. Договорились о цене, я ее присылаю на подтверждение, а он говорит: а эту я не хочу, это другая работа. Я ее переписал, улучшил, она другая. Так что пошли работать. Посмотрите, для примера, анонс из моей школы, там уже много чего накопилось, и этот анонс одной из недавних работ. Посмотрите, 10% скидка на все видеоуроки в моей онлайн-школе. Я хочу проанонсировать новый урок, 43-й, портрет темперой, декоративное решение. Называется эта работа «Трубка мира». Несмотря на то, что он написан быстро, в нем есть некая изюминка, некий ход, с которым я хочу вас познакомить в этом уроке. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на конкретику в работе над портретом. И неважно, какой материал вы используете, любой абсолютно, но ход работы, композиционное решение, выстроенные решения, тональное и цветовое, когда буквального прочтения тона нет,
но есть разделение тональных пятен, и они работают. Вот это архиважно для творческой работы над портретом. Мне думается, что этот урок способен взорвать ваше вдохновение на тему рисования портрета творчески, неожиданно для вас самих. Интереснейшая задача. 43-й урок.